Хочу вам представить одного из лучших пилотов в нашей стране. Но порядок – это основа вообще всего. Это мое глубокое убеждение. Ты сказал 100 000 рублей? Да. За сотку можно чего-то собрать? Все дело в ментальности людей. Да, В безусловно. ресторане могут проесть годовую клубную карту. И это считается нормальным. Все, когда подходят, вот так вот смотрят. Это что, правда? Сейчас некоторые ульяновские бизнесмены меня встречают и говорят: Хал, вот как ты угадала тенденцию. Вот знали бы мы раньше. Что вот так мы там... Ну, вас наркоманы смотрят? Да не наркоманы, просто так это. Экономьте деньги, качайтесь, получайте удовольствие. До новых встреч! Всем привет, дорогие друзья! Как я говорил вам в предыдущем выпуске, что я, видимо, подсел на иглу дрифта. Саша меня впечатлил, вот, и я подумал, что чтобы собрать нормальный профессиональный корч, нужно общаться с профессионалами и спрашивать у них совета, потому что это удовольствие совсем не дешевое, и ошибка может там стоить там, от 100 до миллиона одна какая-нибудь там лайтовая ошибка. Поэтому я хочу вам представить одного из лучших пилотов в нашей стране, Федор Воробьев. Всем привет. Все знакомы, наверное, с ним. Кто в теме дрифта. Вот почему ты именно с пятачка начал заниматься вот своим вот этим вот направлением, потому что я сейчас советую с людьми, и они говорят: зачем тебе брать эту копейку, из нее, во-первых, не сделаешь купе, чего-то там, усиление, каркас какой-то там не получится сделать. Но я общаюсь так в ваших кругах, вот, они советуют, все мне советуют брать иномарку. Вот так как ты профи, вот ты добился серьезных результатов на пятерке, скажи, пожалуйста, вот почему вот пятерка и почему ты ее в дальнейшем не поменял? Ну, что касается первой части вопроса о том, что почему пятерка, это достаточно старая история. Мой первый автомобиль как раз-таки и был ВАЗ-2105, который я постепенно начинал дорабатывать, ставил сначала красные брызговики, спойлеры. Спарка? Спарк обязательно, это же классический формат. Потом были всякого рода там рюшечки и, так сказать, стразики, но после этого достаточно быстро я переболел эту историю и начал автомобиль дорабатывать уже непосредственно в техническом плане. И впоследствии, конечно, вот этих доработок, их нужно было где-то тестировать. Мы, соответственно, с товарищами ездили на ралли-спринт, ездили на площадки, где мы устраивали там и дрифт, и, соответственно, заезды на время. И, соответственно, с достижением, в общем, результатов, так или иначе, мы упирались в техническую, так скажем, составляющую автомобиля. И нужно было поставить то блокировку, то амортизаторы пожестче, то головку там запилить на моторе, то там вместо одного карбюратора 2 поставить на, так скажем, оковских коллекторах 2 карбюратора, потом горизонталки поставить. Ну и, в общем, вот этот процесс, он был постоянный.
Что касаемо вопроса о том, что почему именно вообще «Жигуль» и стоит ли начинать «Жигуля», так это я вам скажу, что это научиться хорошо дрифтить, дешево, доступно и к тому же понять вообще, что к чему, что такое задний привод, что такое классический заднеприводный автомобиль. В общем, у нас в России лучших вариантов-то, собственно говоря, и нет, потому что можно достаточно за небольшие, скажем так, деньги, уложившись в сумму, там, например, 100 тысяч рублей, построить хороший, надежный автомобиль, на который можно приехать не просто на площадку, а на соревнования и покататься, и при этом, так сказать, понять его всю геометрию, да, понять вот все вот эти тонкости. Подожди, ты сказал 100 тысяч рублей? Да. За сотку можно чего-то собрать? Конечно, можно для зимы, как раз-таки для зимнего формата, конечно, можно собрать абсолютно конкурентоспособный автомобиль, который будет ехать очень круто. Подожди, 100 тысяч рублей, хорошо. Да. Что такое 100 тысяч рублей? 15 тысяч машина, да? Нет. Сколько? Хорошая машина, это будет где-то в районе 40-45 тысяч. Окей, 45, остается Да. 55. На что тратим 55? А блокировка, амортизаторы, сиденья и по моторчику немножко там еще взбодрить. Можно вал поставить и отрегулировать, Горбатый? настроить. Горбатый не то слово. Почему говорю горбатый? У меня там 10 лет назад была девятка, была короткокрылая, карбюраторная, да, вот. Я что только с ней не делал. Вот 10 лет назад я вложил в нее 300 тысяч, не пойми куда. Сколько? 300 тысяч вот Да в совокупности. не может быть Вот такого. серьезно говорю, я считал там потом все на всякую фигню. Тебя развели. Согласен. Вот. 100%. У меня в девятке была, значит, панель от 14, значит, был 16-клапанный мотор, который мне там тоже чего-то расточили. Ну, я такой, это, знаешь, лох был, там, надо, ну, давайте, вот, ну, давайте. Ну, вот это Вот. да. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию Аллу Неверову. Она управляет фитнес-клубом World Class Triumph, аж даже не выговариваю такое название. Вот, Алла, расскажите, пожалуйста, как у вас получается вот таким огромным фитнес-клубом управлять? Я сюда зашел, у вас тут все по струнке вот так вот ходят. Вот, вроде с виду такая вы спокойная, а видимо... Ну, не знаю уж, какой я там, да нет, вроде бы я руководитель, так, знаете, по типам руководителей, если делить, там есть там мама, есть там надзиратель, я, наверное, все-таки больше родитель, вот, но порядок – это основа вообще всего, это мое глубокое убеждение. Катюш, поправьте шторку! И вот, наверное, в этом и ответ на вопрос, как удается управлять большой компанией, маленькой, большим клубом или маленьким. Главное порядок во всем, чтобы люди понимали, что они делают, как они делают. Каждый был ответственен за свое, чтобы не было лишних людей, тоже важно. Ну и чтобы каждый был обеспечен в достаточной степени работой, гордился тем, что он делает. А какое вот у вас образование? На кого вы учились в университете? Вот если совсем интересно говорить, образование у меня педагогическое, оно подходит к тому, чем я сейчас занимаюсь. Да. Я в школе всегда была отличницей. Прям вот круглой отличницей по всем предметам. И каждый из преподавателей считал, что должна быть физиком, потому что выигрывала физико-математические олимпиады. Должна быть филологом, потому что писала лучшие сочинения. И так далее. Но только преподаватель физкультуры не видел во мне гения олимпийского чемпиона. И подружки говорили: Алк, ну вот физкультура – это не твое. Вот знали бы они, что всю жизнь свою я буду заниматься именно этим. Вот так вот привело, чтобы следить за собой. Пошла сначала заниматься просто вот для себя. А тут в то время как раз только шейпинг, аэробика, Джейн Фонда, начали образовываться какие-то клубы, нашли какие-то способности и во мне, и потом я сама стала вести занятия, потом в Ульяновске сначала один клуб, потом целая сетка,
И, в общем-то, телевидение, опять же, помогло вот раскрутить тот самый фитнес. Сейчас некоторые ульяновские бизнесмены меня встречают и говорят: Эхал, вот как ты угадала тенденцию, вот знали бы мы раньше. Вот если бы вот вы были умнее тогда, 25-30 лет назад, сейчас вы, наверное, управляли бы точно такой же сетью клубов, как World Class, только сейчас управление идет из Москвы, а тогда, возможно, и Ульяновск был бы впереди планеты всей. Кстати, тогда говорили, когда мы в Ульяновске раскрутили фитнес, и уже Москва нас узнала как такую фитнес-державу ульяновскую, говорили, что в Ульяновске была шутка такая: есть УАЗы, самолеты и фитнес Аллы Неверовой. Алла, скажите, пожалуйста, вот если бы вы сейчас встретили своего преподавателя по физкультуре, что бы вы ему сказали? Я бы ему сказала спасибо, потому что нами движут комплексы. Вот мне кажется, в жизни отчасти так. И то, что мои подружки, спортсменки, добивались каких-то больших результатов тогда на уроках. Хочу вам представить одного из лучших пилотов в нашей стране. Но порядок – это основа вообще всего, это мое глубокое убеждение. Подожди, ты сказал 100 000 рублей? Да. За сотку можно чего-то собрать? Все дело в ментальности людей. Да, В безусловно. ресторане могут проесть годовую клубную карту, и это считается нормальным. Все, когда подходят, вот так вот смотрят. Это что, правда? Сейчас некоторые ульяновские бизнесмены меня встречают и говорят: Эхал, вот как ты угадала тенденцию, вот знали бы мы раньше. Что вот так мы там... Ну, вас наркоманы смотрят? Да не наркоманы, просто так это. Экономьте деньги, качайтесь, получайте удовольствие. До новых встреч! Всем привет, дорогие друзья! Как я говорил вам в предыдущем выпуске, что я, видимо, подсел на иглу дрифта. Саша меня впечатлил, вот, и я подумал, что чтобы собрать нормальный профессиональный корч, нужно общаться с профессионалами и спрашивать у них совета, потому что это удовольствие совсем не дешевое, и ошибка может там стоить там, от 100 там, до миллиона одна какая-нибудь там лайтовая ошибка. Поэтому я хочу вам представить одного из лучших пилотов в нашей стране, Федор Воробьев. Всем привет. Все знакомы, наверное, с ним. Кто в теме дрифта. Сколько стоит это все мероприятие, например, в год? Не будем по гонкам, да, вот приблизительный бюджет, сколько вот нужно иметь кэша, чтобы вот можно было там ломаться по крышке. Да, я понял. Тут знаешь, какая история? Тут все зависит от того, с какой целью ты едешь на соревнования. Если ты едешь с целью того, чтобы показать результат, соответственно, выступить на максимум, то
за сезон нужно как минимум 3 миллиона, а то и 4. Если, соответственно, мы едем прям вот просто так, вот, так скажем, по минимуму, просто приехать там, да, и постоять в сервис-парке, в палатке, то за год можно там и в миллион вложиться. Слушай, я вот слушаю тебя, да, и вот думаю, что я все-таки, наверное, начну сначала с зимнего варианта. Да. Вот. Да. Зимний вариант это просто в 20 тысяч раз дешевле. Вам нужно просто «Жигули», нужно 4 хороших покрышки, сели, поехали и, в принципе, бесплатно практически катаетесь, потому что, ну, это действительно стоит копейки. Алла, скажите, пожалуйста, вот для какой категории вот у вас ваши спортивные клубы, там, средний, там, выше среднего? Ну, во-первых, смотрите, у нас есть сетка вся World Class, это клубы в Москве, 32 клуба, это клубы в Питере. Это А в Питере сколько? Так, вот 6 или 7, вот честно говоря, не могу соврать. Дальше клуб наш тоже в Екатеринбурге. И дальше очень много франшизных, наверное, уже 100 по франшизе, включая во всех. И в Грузии вот недавно открыли, и в Монако. Кто может себе вот позволить вот заниматься вот в World-классе? Вы знаете, вот я честно скажу, не кривя душой нисколько, я считаю, что сейчас заниматься в World-классе может позволить себе абсолютно любой житель России, даже не только Москвы. Потому что, ну, карта в клуб стоит, ну, в среднем, 60 тысяч или даже 100 тысяч рублей на год. На год. Вот я Извините, считала... сразу вас перебиваю. Я лично слышал, что вплоть там около 300 тысяч стоит. Смотрите, есть клуб «Жуховка». Это некое такое, некий поселок, да, это как вот Монако, допустим, там, да, в Монако. А у нас есть вот Жуковка. Ну да, там карта и 500 тысяч стоит. Там разные виды ее, но есть, которые даже чуть побольше. Для определенной категории граждан. Все дело в ментальности людей. Да, В безусловно. ресторане могут проесть годовую клубную карту. И это считается нормальным. А заплатить за клуб за год, начинаем торговаться, ой, наверное, дорого. Все дело в головах. Дорогие друзья, подписывайтесь на инстаграм Аллы, ссылочка вот здесь. Также вот здесь ссылочка на список клубов, которые открывает World Class по Москве. Вот, смотрите на все их акции, экономьте деньги, качайтесь, получайте удовольствие. Третье место на 7-м этапе российской дрифт-серии завоевал пилот, представляющий команду Fresh Auto, Федор Воробьев! Ребят, вот хотим сейчас вам показать, как выглядит в разобранном состоянии эта легендарная машина, которую готовят к сезону. Нам сейчас Федор поведает небольшие тайны, что у него установлено на машине, почему именно такой конфиг, какие, может быть, он там новые плюшки в этом году поставит себе. То есть, Федор, скажи, пожалуйста, вот, что у тебя вот за блок лежит, вот, и... Да, ну смотри, в общем, как мы уже и говорили, это автомобиль ВАЗ-2105, который неизменно, так скажем, из года в год меня сопровождает на соревнованиях, да, и является моим спортивным снарядом. Достаточно много переработок и доработок он прошел. Сейчас, в данный момент, это очень редкая история, когда можно увидеть машину в таком состоянии. В основном она всегда идет собранным и в боевом. Но сейчас мы достали мотор. Это мотор 2JZ, тойотовский, легендарный, наверное, мотор, который знает, ну, практически любой начинающий дрифтер. Коробка BMW,
дизельная BMW. Ты ее недавно поменял с тойотовской, почему? Да, тойотовская, после того, как мы подняли мощность с где-то там 400 до 550 сил, все, коробка полегла. Это 154-я родная коробка. Вообще бытует такое мнение, что до 500 сил. Если после 500 сил, при учете того, что мы используем технику клатча, так называемого, это удар по сцеплению, чтобы скорректировать можно было машину и добавить мощности, ну, условно говоря, эти коробки начинают ломаться. Собственно говоря, с ней все то же самое случилось, что мне и говорили. Поэтому было принято решение поставить BMW-шную коробку, двухдисковое сцепление сразу. Что касаемо подвески, значит, спереди стоит практически, скажем так, классическая подвеска от компании Club Turbo. Делают они достаточно хорошие рычаги. Вот, в принципе, сами можете посмотреть. Тольятти? Да. Ребята мне очень сильно помогли, и благодаря им, вот этим рычагам, мы впервые, ну, точнее, в этом сезоне, который уже минул, впервые вышли на тот уровень, что я перестал бороться с машиной, перестал искать какие-то настройки. Я просто приезжал на трассу, садился в машину и ехал, и просто вкатывался в трассу и в соперника. Я еще считал, ты когда поставил 17-е катки передние, увереннее машина стала себя вести. Конечно, да. Мы поставили очень низкий профиль резины. 40-й? Соответственно, да. Машина перестала как бы вязнуть в повороте, руль начал четко как бы отрабатывать, реагировать на изменения, так скажем, рулевого колеса относительно колес, и ездить стало одно удовольствие. Кстати, недавно на ней тоже, вот когда покатались на Свияге, на Пятере, потом сел, значит, на своем, решил там что-нибудь это покуролесить. Вот, и, в общем, я не знаю, ну как-то все так плавно там. Ну, вообще нет той движамбы, вот, которая вот прям когда сидишь там в этом в кресле, который тебе так облипло тебя так и прям. Ну, совершенно другие эмоции, конечно. Я представляю, какая, если она у тебя так валит, я там ехал. Да, это там отдельная история. Да, вот. И я Вы, кстати, приезжайте на этапы российской дрифт-серии, хотя бы те, которые будут поблизости. Хорошо. Я и, в принципе, народ катаю, видишь, специально второе там сиденье поставил. Все. И, конечно, очень много впечатлений, эмоций у людей. Когда будет мероприятие? Просто прям. Ну, на сайт РДС надо зайти, календарь посмотреть, там все лето будет. Ага. Все лето. Причем у нас там этот календарь будет очень сложный. Там будет и Москва, Рязань, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток, Сочи. В общем. Ну, знаешь, мы к тебе сегодня долетели на самолете за 1:15. Поэтому, Ну, если мы захотим прокатиться, прыгнули, прилетели и кайфанули. Правильно. Поэтому спасибо тебе большое за Да, сегодняшнюю спасибо вам. информацию. Подписывайтесь на канал Федора, вот ссылочка вот здесь. Вот, очень классный человек, много интересной информации рассказал, и он мне поможет собрать нашу с вами копейку. Спасибо, до новых встреч. Пока.